Всем привет, дорогие друзья! Сегодня будем готовить изумительный меренговый торт «Искушение». Перед ним действительно сложно устоять. Он получается такой красивый, с вертикальными коржами, а готовится быстро и очень просто, и из самых доступных продуктов, которые точно есть у всех дома. А уже украшать торт вы можете по своему усмотрению, кому как нравится. Для приготовления ягодной начинки мне понадобится. Для начинки сегодня я использую свежезамороженную вишню. Можно также использовать и другие ягоды, но в этом рецепте я рекомендую использовать какие-либо кислые ягоды. Они нейтрализуют сладость меренги. Отправляю вишню в сотейник. Хорошо пробью ее погружным блендером. Должно получиться более-менее однородное пюре. Если попадаются небольшие кусочки вишни, в этом нет ничего страшного. Добавляю в него сахар. Сахар добавляйте по вкусу, в зависимости от того, насколько кислая у вас ягода. И добавляю крахмал. Хорошо все перемешиваю. Ставлю сотейник на плиту и довожу ягодную массу до кипения при постоянном помешивании. Масса закипела, прогреваю еще буквально 10 секунд и снимаю с плиты. Получилась вот такая очень вкусная и достаточно густая ягодная начинка. Оставляю ее до полного остывания. Для приготовления крема мне понадобится: в отдельной миске смешиваю сахар, крахмал и соль. Добавляю желтки. Хорошо перемешиваю до однородности. Добавляю немного молока, чтобы легче было перемешивать. Получилась вот такая однородная масса без комочков. В сотейник с толстым дном вливаю оставшееся молоко. Довожу его почти до кипения. Часть горячего молока вливаю в яично-крахмальную смесь, хорошо перемешивая. Оставшуюся часть возвращаю обратно на плиту и вливаю в нее полученную смесь, все время помешивая. И теперь при постоянном помешивании варю мой заварной крем, пока он закипит и загустеет. Обязательно хорошо перемешивайте, чтобы крем не подгорел. Пошли пузыри, снимаю крем с плиты. Крем получился очень гладкий и шелковистый, без единого комочка. Добавляю в него экстракт ванили. Можно также использовать и ванильный сахар, тогда добавляйте его вместе с сахаром. Переливаю крем в миску, чтобы он быстрее остывал. Накрываю сверху пищевой пленкой. Пленку опускаю прямо в контакт с кремом, чтобы не образовывалась корочка. И оставляю до полного остывания. Я подготовила противень размер 32 на 42 см. Выстелила его пергаментной бумагой. И слегка смажу растительным маслом без запаха. Рекомендую использовать хорошую качественную пергаментную бумагу, так как меренговые коржи довольно сильно прилипают. Для приготовления меренги мне понадобится: в чистую сухую миску выливаю белки, добавляю щепотку соли и начинаю взбивать в легкую пену. Начинаю добавлять сахар и взбивать. Сахар я добавляю в 4-5 приемов. Белки надо взбивать до крепких устойчивых пиков и чтобы растворился полностью весь сахар. Масса должна получиться такая красивая, блестящая, глянцевая. Посмотрите, какая масса получилась. Она такая плотная, хорошо держится на венчиках. Всыпаю в белки крахмал и быстро все перемешиваю. Просто чтобы крахмал соединился со взбитыми белками. Получилась очень красивая меренга. Перекладываю ее на подготовленный противень. Аккуратно разравниваю. При желании меренге можно придать какой-либо рельефный рисунок. Я хочу сегодня сделать вот такой небольшой узор вилкой. Сделаю такие разводы. И по желанию можно также сверху присыпать орехами. Я присыпаю миндальными лепестками.
У меня орехи не обжаренные, они обжарятся в духовке. И сейчас корж я отправляю в хорошо разогретую до 150 градусов духовку примерно на 30 минут. Конечно, вы смотрите по своей духовке. Противень я ставлю на средний уровень, включен вверх и низ. Меренговый корж готов. Сверху он получается вот такой хрустящий, а внутри нежный и мягкий. И посмотрите, насколько сильно увеличилась меренга в объеме. Орешки сверху хорошо подрумянились. Накрываю корж сверху пергаментной бумагой, выкладываю решетку и переворачиваю. Снимаю противень и аккуратно снимаю пергаментную бумагу. Оставляю корж остывать до комнатной температуры. Когда заварная основа полностью остыла, можно продолжить приготовление крема. Основа вот так загустела. В миску перекладываю мягкое сливочное масло и хорошо взбиваю его в течение 3-4 минут в пышную светлую массу. Понемногу, небольшими порциями добавляю в масло заварную основу и перемешиваю. Температура заварной основы и масла должна быть примерно одинаковая. Я добавляю заварную основу примерно в 4 приема. Каждый раз хорошо перемешиваю. Получается вот такой очень красивый воздушный масляный крем на желтках. Такой крем получается достаточно плотный, и он очень хорошо подходит именно к меренговым коржам. Они не будут слишком сильно таять. Ягодная начинка также полностью остыла. Перекладываю ее в кондитерский мешок. Меренговый корж я сверху слегка присыпаю сахарной пудрой, так его легче будет разрезать. Слегка подравниваю бока. Нож я также рекомендую присыпать сахарной пудрой, так как этот корж довольно сильно прилипает. И теперь корж я разрезаю на 4 полоски, со сторонами примерно 7 сантиметров. Очень удобно разрезать коржи ножом для пиццы. Пятую часть крема я оставлю для того, чтобы выложить его сверху на мой торт. Остальной крем распределяю на полоски меренги и разравниваю. Сверху выдавливаю полоски вишневой начинки. Кислинка вишни сбалансирует сладость меренги. Кусочки меренги, которые обрезали, можно вот таким образом сложить и выложить на первую полоску теста. И теперь я аккуратно начинаю все сворачивать в рулет. Выкладываю в стык со следующей полосой и продолжаю скручивать. Переставляю рулет на тарелку. На рулет сверху накручиваю следующий корж. И у меня остался последний корж. Аккуратно его закручиваю. Хорошо все поджимаю. И сверху все аккуратно промазываю оставшимся кремом. Выравниваю торт. Меренговые торты фактически не требуют пропитки, поэтому я торт отправляю в холодильник всего лишь на 1 час, чтобы стабилизировался крем, и его можно подавать к столу. Сейчас мой торт я немного украшу. Торт очень красивый, с вертикальными коржами, которые красиво смотрятся в разрезе. Я очень люблю вот такие меренговые коржи. У меня на канале уже есть замечательный мраморный меренговый рулет. И сегодня вот такой красивый вертикальный торт. Этот торт сама нежность. Он такой легкий, воздушный. Я желаю всем приятного аппетита. Ставьте лайки, пишите ваши комментарии. Подписывайтесь на мой канал Люда Изикук. Позитивная кухня. Всем пока!